Йо, чё, как народ? Я люблю мелкие амбициозные игры, или же инди-игры, или же игры на коленке. Игры, созданные одним челиком, который когда-то летним солнечным днем подумал: «Хей, а почему бы мне не сделать игру про камень?» Эй, Джек, что ты тут делаешь? Я делаю игру про камень. Это круто, хайпово. А я закончил игру про козла. По-моему, это очень тупая идея. Наверное, ты прав. А ты достанешь меня? Как достать? Эта игра не создана одним человеком, это целая студия, но согласитесь, она похожа на то, что сейчас делают создатели-одиночки. Нет? Ладно, просто еще оправдание, чтобы рассказать вам про как достать соседа. В детстве эта игра мне нравилась своим дизайном героев, локации, будто это какой-то американский ситком, ну и, конечно, самим концептом. Мы должны издеваться над взрослым человеком, что еще нужно, когда ты ребенок. Я помню, когда я представлял себя главным героем, бегал по классу и перемешивал всем своим одноклассникам пеналы и ручки. Вот это я, конечно, пранкер, так сказать, приколист. Рака Макафо до того, как стали известны, приколямба достойная. Даже мой первый комикс, нарисованный мной, был связан с как достать соседа. Я нарисовал его для своей соседки по парте. Она посмеялась. Вот так кто знает, вдруг если бы я не нарисовал комикс по этой игре, я бы вообще не стал бы заниматься этим всем на ютубе. Ну молодец. Привет. А ты кто? Я это ты. Если бы ты не нарисовал этот комикс. Игра просто отпадная. Издеваешься над мужиком и прячешься в шкаф или под кровать. Не знаю, зачем я уточнил этот момент, мне просто очень нравилось прятаться. По мере прохождения тебе открываются этажи, и сосед наконец-то может поспать. Кровать на 3-м этаже? Серьезно? Если бы я проектировал дом, я бы поставил кровать у входа. Я люблю спать. А Богдан? Давай без этого. Справляешь вместе с соседом его день рождения, сопровождаешь его отдых, занятия на пианино, день физкультуры. Вот так взглянуть на это все, и окажется, что мы единственные друзья соседа. Это грустно. Сосед, давай забудем все обиды. Я не стану менять свечи для твоего торта на петарду. Давай будем дружить, ведь я знаю тебя лучше всех. И вот выходит вторая часть, где сосед наконец отправляется на отдых. У него появляется, по всей видимости, жена, ребенок, мама и мы. Мы, по всей видимости, купили вместе с соседом билеты в Китай, Индию и Мексику. Вот настолько мы его ненавидим. Ну, соседушка, ну мы же на отдыхе. Я купил билеты ради тебя. Мы же друзья. Потом вышло миллионы игр от наших игроделов, так как достать соседа, видимо, невероятно приглянулся русским игрокам. Настоящие разработчики сделали всего лишь 2 части. Зато сейчас мы можем поиграть в такие игры, как... Невероятно! Обалдеть! Невероятно! Обалдеть! Невероятно! Обалдеть! 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 Хватит! Я даже попался на одну из них и купил лицензионный диск с 3-й псевдочастью. У меня есть на нее обзор на канале. Спасибо, я навалил штанишки. В общем-то, несмотря на ужасные копии, оригинальные 2 части, а в особенности первая, играется все еще весело и интересно. Обычно, когда ты включаешь старые игры, чтобы поностальгировать, ты сразу их выключаешь, потому что как бы трава зеленее, да, но пусть лучше Бабси 3D с PlayStation 1 останется далеко в прошлом. Я прошел на 100% первую часть в новом переиздании. Классно. Я думаю, я пройду ее еще не один раз. Но через что я бы не хотел проходить вновь, это ЕГЭ. Согласитесь, столько стресса и волнения. Хотел бы я, чтобы в те времена существовало что-то вроде School. Они помогают быстро и эффективно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по любому предмету прямо по интернету в онлайн-режиме. School уникальная авторская методика и топовые преподаватели, которые избавят вас от стресса при подготовке и помогут добиться результатов 100 баллов. Знаю, звучит невероятно, но это реально. Каждому ученику здесь индивидуальный подход, что делает подготовку проще и эффективнее. И при этом лишней ненужной информации никто вам голову сбивать не станет. В School вы быстро прокачаете мозги и узнаете всякие лайфхаки для сдачи ЕГЭ. За 5 лет здесь подготовили более 50 тысяч выпускников. Записывайтесь в мастер-группу Neo, чтобы сэкономить свое время, деньги и получить хорошую скидку. Старт обучения 1 февраля. Ссылочка в описании. Что ж, я не мог пропустить FNAF, ведь я много лет просто смотрел YouTube, и когда о какой-то игре снимает видео Ивангай, PewDiePie, Куплинов и многие другие, это значит хайп. Чтобы ее не заметить, мне нужно было быть слепым или интересоваться рыбалкой, чтобы YouTube не выводил мне ее в рекомендации. Я играл в 1-ю, 2-ю и 3-ю часть. 1-я и 2-я, наверное, самые страшные в серии. Я никогда полностью не проходил FNAF, потому что я боюсь хорроров, да и мое сердце тоже не особо-то их и любит. Поэтому я смотрел летсплей Куплинова, Ивангая и Хесуса и теории Винди. Самым страшным мне казался Фокси, потому что все другие выглядят достаточно мило. So cute. Окей, у FNAF оказывается 9 частей. Я не видел ни одной из них. Простите меня.
Соло. Я знаком с этой игрой с самого выхода, но я никогда не был заинтересован в прохождении. Я видел кучу роликов про Sally Face, но так и не играл. И вот совсем недавно, в 2019 году, я, как и обычно, лег спать и решил поставить что-то себе на фон. Знаете, выбор, что будет играть, пока я сплю, достаточно сложный. Я трачу на это около часа, несмотря на то, что я усну уже через минут 10. Какого черта, спрашивается? Ну, короче, тогда я поставил на фон купленного и решил поставить плейлист с прохождением Sally Face. И пока я засыпал и слушал, я подумал, черт возьми, я не буду это смотреть. Ни за что на свете. Ведь я пройду это. Тогда был близок Новый год, и я поехал к родителям, справил, поехал к бабушке и снял отель с друзьями, где мы прошли Sally Face, читая всех персов по ролям. Прекрасно. Я думаю, да. Sally Face очень сильная игра. Это игра, где автор сам сделал музыку, сделал геймдизайн, нарисовал всех персов, анимацию, прописал сюжет, диалоги и механику. Меня всегда вдохновляли такие личности, и Стив Габри потрясающий человек. Игра дает какой-то вайб мультов нулевых, по типу депрессивного Эй Арнольда, который живет в старом пансионе. Состоящий из безработного мужика с депрессией, сумасшедшей бабки, чела, который держит у себя в комнате коллекцию кирпичей. Только тут один из жителей сидит в грязной одежде на своем диване с коллекцией пони. Вайб безумный, диалоги персов очень живые, ты начинаешь переживать за них, предыстория Салли, судьба Ларри. Концовка, может, и подкачала, но это не перечеркивает все то крутое, что было в игре. Тем более не стоит забывать, что это сделал один человек. Взвесить все за и против, особенно касаясь концовки твоего детища, не самая простая задача. Честно, я в шоке, что новые дети, аналогично детям в 2012 году, открывают для себя Майнкрафт. Эта игра, наверное, никогда не умрет. Я помню, когда мой друг начал играть в Майнкрафт, и все ему говорили, типа... Я играю в прототип с крутой графикой, а у тебя что там? Кубики? Тебе сколько? 11? Да. Как и тебе. Тогда я посчитал мысль первого друга логичнее, ведь это просто какие-то тупые кубики. Зачем играть в это, если есть это? Я поиграл, и мне понравилось. Самую первую версию, которую я помню, это 1.5.2, возможно, более ранее. Окей, эта игра очень медитативна. Тебе дается рандомный мир, где ты делаешь что захочешь. Мы с другом играли на пиратских серверах, строили домики и грифили, строили домики, приватили их, запускали рандомов и их снова грифили. Майнкрафт — это та игра, в которой можно пропасть раз в год надолго, и это всегда будет что-то новое. В 2020 году мне нравились на Твиче темы со спидранами на Майнкрафт. Я ставил всегда XQC или Тифу себе на фон, где они пытаются побить рекорд. Я даже сам проводил стрим спидран на Твиче вместе с аниматорами. Если честно, я был очень близок, чтобы побить рекорд. В сумме вышло, наверное, минут 10. Блядь! Нет, да какого черта? Взвыш! Подписывайтесь на наш Twitch, 22 Мирби и Уна Nice Guy. Вы знали, что Майнкрафт можно пройти за 9 минут с рандомным сидом? Вот теперь знаете. Забавное воспоминание. Летом у друга мы распечатывали Майнкрафт фигурки, мы качали вот такие вот картинки и потом собирали и склеивали. Выходило, если честно, ужасно, учитывая, что принтер еще и был черно-белым. Если бы мои руки были из правильного места, может, они бы все еще остались. Но они почти сразу превратились в Майнкрафт. Хорошо. Хорошо. Вот и все. Я думаю, вы играли во все игры, которые я перечислил, за исключением, возможно, Sally Face, но я рекомендую вам пройти ее, если вы любитель такого стиля. Ставьте лайки, если вас грифили в Майнкрафте. А если вы сами были гриферами, ставьте здесь 3 лайка. Посмотрим, сколько нас. Пока. Лайк, коммент, подписка. Реально? Да. Лайк, коммент, подписка. Ладно, подпишусь. Подпишись. Лайк, коммент, подписка. Хорошо. Поставь лайк. Братан. Лайк, коммент, подписка. Не, спасибо. Колокольчик. Реально канал классный. Блин, а может ты нажми. Пожалуйста. Чичевап. Состоящий из безработного мужика с депрессией, сумасшедшей бабки, чела, который держит у себя в комнате коллекцию кирпичей.